Так, приветствую тебя, дорогой друг. Добро же на канал, и сегодня будем смотреть стрим разработчиков. Сегодня будем смотреть стрим разработчиков версии 3.3. Будем обсуждать еще. Касаемо скоромочиев, в целом вообще ивентов там и так далее. Для начала, промокоды, ребят. Введите промокоды, пока не поздно еще, окей? В чатике прикреплено сообщение, там промокоды. Если что, введите там обязательно. Вот. Это для начала. Вот. 3 промокода. Это не забудьте ввести обязательно. И приятного аппетита вам желаю, приятного просмотра вам желаю. Сейчас будем смотреть стрим разработчиков. Для начала. Так. Ну, в принципе, давайте станем сюда, в принципе. Вот сюда вот. Куда я ушел? А, вот сюда вот. Все. Давайте смотреть. Сейчас включу вам экран. Секунду, подожди, пожалуйста. Если что, русские субтитры будут, вот. Поэтому я не буду озвучивать. Хотя, может, буду. Посмотрим. Так, короче, вот, я подрубил. Погнали. I bet you didn't waste any time as soon as you heard that Inazuma was organizing a test of courage event, right? Huh? I know you. Oh, what am I doing? Well, obviously I'm here scouting out the place. I've been investigating the короче, говорят, figured out all the plans for the event. Of course, I can tell you Велик крутой покажет нам. practically family. I'm Max Middleman, and this is the Genshin Impact version 3.3 special program. Let's roll the version 3.3 trailer. Так, вот и трейлер сейчас нам покажут, версии 3.3. Да. A friendly word of advice. Test of courage events tend to give rise to a variety of strange rumors and stories. So please, be sure to exercise caution. Ой, блин, это что? Я испугался. Так, Юми, да? С горбу Ита. А это что? Это призраки, что ли, будут? Ой, готовы. Я не смотрел, если что, ребята. Вообще не смотрел, поэтому предупреждаю. И промокоды, если что, в чатике. Did you really think you would be able to see through my plan? Dottore. Капец, Скоромучи тут. Он получает глаз бога Анему. Наконец-то. Как-то... Я в шоке от этой музыки, офигеть. Да, это Фарузан еще. 4-звездочный персонаж. Скоромуш. То есть между ними конфликт случился между Доторитом и Скоромучи. Промокодик.
Но если что, в чатике все промокоды, 3 промокода можете активировать. До утра не работает, пока не поздно. Блин, трейлер классный очень. Особенно, я так понял, тут история про Скоромочи будет. Про него вот квестик будет. Это очень здорово узнать Скоромочи. Про него вообще не было ничего такого. Мы встречали пару раз. Но так в целом будет интересно очень. Кстати, на его груди он павший, он падает куда-то. Это намеки какие-то, я так понял. Я в любом случае Скоромочи буду выбивать, поэтому... Hey everyone, and welcome to the Genshin Impact version 3.3 special program. I'm your host, Sarah Miller-Cruz, the voice of Lumine in Genshin Impact. And today I'm joined by... Max, the one and only Так, middleman. Ратакито тут с нами и Скоромочи. And I'm Patrick Pedraza, voice Здание of the Гет, Wanderer. да, будет. Скоромочи должно быть. Travelers have only known me as Scaramouche, Я думаю, будет. and everyone's been battling me in the game lately. Yeah, that's true, but to be fair, it's a really cool fight. It's a really cool fight. Yeah, I know. Anyway, I'm super excited to have the chance to share some upcoming content with everyone. What did you all think about that trailer? Okay, so I definitely saw Irminsul in there, and I am really excited to find out more. Озвучка Скоромочи, кстати, такая Yeah, прикольная. that trailer had everything. It had everything. It had action. It had drama. It was lighthearted in places, but it was dramatic. Yeah. Dude, I'm just super stoked for everyone to see Scaramouche's like backstory. Предысторию Скоромочи нам расскажут. Heck yeah. Well, speaking of that, following the story's development, Scaramouche is still in Nahida's custody. So I bet the question everyone's wanting to know is how he'll become the Wanderer. Yeah, for sure. And there's quite a story behind that. If you're interested, then be sure to play through the Archon Archon Quest Quest. chapter in version То of есть продолжение Genesis. сюжета будет, There's so я так much to понял. learn in this quest, so I hope everyone checks it out. Oh, come on, man. You can't just leave everyone hanging like that. How about some hints? Come on, please. Это с ним Please. будет. All right. Со Скоромочи. How can I say no to a cute chibi-ito? You can't. Here's a little preview from the quest. We ran into 2 people at the academia today talking about an essay. Turns out their topic was about the Tatarasuna incident. From what they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. And most of the information we have now is just from people filling the gaps with their imagination. At least that's what they thought. Well, they guessed right about one thing. Tatarasuna was sabotaged. Я так понял, это какой-то данж под землей там в Инадзуме, да, где-то? Wait, why are they talking about Tatarasuna? I guess we'll have to see. It is interesting Скаром though, to see будет. the Traveler, Nahida, and Scaramouche all together so peacefully like that. Yeah. Yeah, Там еще but Дотори in будет, this interlude поэтому chapter, Nahida will увидим task Дотори, the скорее Traveler всего. and Paimon with keeping an eye on Scaramouche while we go with him into Irminsul in search of some information. Oh, interesting. So obviously Nahida must have some reason for deciding to keep Scaramouche around. Oh, yeah, totally. And I'm liking Scaramouche's new style. Ooh, dude's looking sharp. Ну, новый стиль. А, он язык показал. Right. And at this point, Прикольно. he's known by a completely different name, the Wanderer. I love that name. Okay, so I know I'm not the only one who's curious about what happened. I mean, it looks like he's really changed a lot. Yeah, for sure. But I'm afraid that's all we can show for now. Travelers will have to experience the story for themselves in-game. I mean, it's better to explore the storyline without too many spoilers, right? True, true. Yeah, I guess you're right. Okay, we'll leave the rest for Так, нам travelers to расскажешь про discover сюжет, то, что мы themselves. сможем узнать его But сами. the Wanderer is Сейчас нам also расскажешь going про to be a new способности playable Скоромочи, character in version странника. 3.3. So let's talk about that. I'm sure many of our viewers are curious about his talents. Heck yeah, sure thing. Let's have a look at the Wanderer in combat. There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a Ну, он conversation классный очень, Скоромочи. just to occupy silence. Так, вот, это атака его, скорее всего, да?
your head. Alright, Patrick, Чего? you're up. Help Забавно. introduce the Wanderer for us. Под конец так. thing. The Wanderer is a catalyst user and has an animo vision, so he uses wind blades to perform ranged normal attacks. Итак, атака Wait a первая. second. Wind blades? Not the same as the Traveler's wind blade. Анем-инфузии он So, as отделяет everyone probably потом already noticed, элементарный the скилл, он Wanderer can может hover in the air when he передвигаться casts his по лету. elemental skill. Upon using his Удивительно elemental очень, skill, he летающий will персонаж. first deal AoE damage before leaping into the air and entering a hovering state. So, while hovering, the Wanderer's normal and charge attacks will be converted into Kugo Fushudan and Kugu Tofukai respectively. The damage they deal and their AoE will be increased. Their damage will be considered normal and charge attack damage, respectively. Also, Kugu Tofukai will not consume stamina, and he can remain hovering for a certain duration. That's so awesome! He can fly! I know, right? But he can't stay hovering forever. While hovering, the Wanderer constantly То есть у него consumes Kuguryoku выносливость своя points имеется, to видите, maintain там his hovering снизу state, справа. which is the blue meter you see on the screen. У него своя энергия. Even if he Получается, doesn't он move or не attack, вечно летает. hovering will still consume Kuguryoku points. Okay. So this mechanic works a little differently than our typical stamina meter. There are many possible actions the Wanderer can perform while hovering in the air, which all rely on Kuguryoku points rather than stamina. So, for example, sprinting mid-air will consume additional Kuguryoku points to accelerate mid-air, and holding the sprint button will cause persistent point consumption to maintain speed. So, this effect will replace his default sprint. Jumping expends extra Kuguryoku points to В increase принципе, вот так и hovering height. работает оно у него. Holding jump will cause persistent Kuguryoku point consumption to Но в keep бездну можно его increasing брать, hovering height. потому Of что course, лучники больше не running out of нужны points будут. will end his hovering state. Oh, okay. So travelers will need to plan their actions. Я так while понял, hovering. с Скоромучи будет с реакциями работать, So, with his и talent, Jade Claim Flower, с помощью when casting his elemental skill, if it элемента он contacts при замесе hydro, гидро pyro, перекрыл электро, cryo, как вы or видите, да? electro, that instance of the Получает skill will усиление. receive a corresponding То buff есть effect будут больше depending летать on там which и element was contacted. различные So, for способности example, иметь дополнительные. increasing his Kuguryoku points cap, attack, crit rate, or restoring a set amount of Сила energy атаки, upon шанс hitting крита там opponents будет. with a normal or charged attack. И The Wanderer can have up to еще two different энергия у kinds него of these больше buffs будет на гидро. simultaneously. Ooh. Oh, look, check that out. Part of the halo behind him changes color depending Короче on говоря, the бафы у buffs него you get. будут, я так So понял. travelers 4 will вида be able to бафа у него easily будут. understand what effects the Wanderer currently Ну это has. очень здорово. I like that. It's helpful and still looks really cool. Yeah. So, after unlocking another talent, Gales of Reverie, when the Wanderer is in the hovering state, if his normal or charged attack hits an enemy, there is a set chance to gain another buff effect, allowing him to sprint Если он, mid-air например, without ну вот, consuming Kuguryoku points. Additionally, this buff effect will fire wind arrows. То есть если взять Юань или Синсу еще с ним в пачку, то он будет, думаю, имбово будет, мне кажется, так. Yeah, for sure. And if you've noticed, there is a colorful aura of light around his body to indicate when that buff effect is triggered. Кружок, кстати, вот этот у странника, у Скоромучи, как видите, похож на Райден, кстати, кружочек Alright, при this Ешке. brings us to the Wanderer's elemental burst. Элементарный буст, то есть ульта. So, check this out. Он Upon выпускает вот такую unleashing his анимацию. burst, Кстати, довольно presses the такую atmosphere and stomps it down toward похожую the enemy. анимацию на So какого-то, travelers should note that if the Wanderer is in такую a по типу hovering Венти, state when he вызывает unleashes такой burst, огромный взрыв. then the hovering state will end and he will begin descending after the burst is completed. Okay, this stomping То есть animation is a little aggressive. можно Yeah, but it's cool. I know, and ульту it actually активировать suits his character. вне Ешки и с Ешкой можно в воздухе. Wait. Let's not forget about the exploration talent. Ah, yes. This is an interesting one. Еще у The него Wanderer can decrease the mora required when пассивка ascending имеется bows вот and такая. catalysts. Hey now, you can never complain about На saving каталисты. Mora, am I right? Меньше моры. Okay, that's true. All right, now that we've seen the Wanderer, let's move on to the next new character. Are you ready? I'm ready. Yay! Так, а вот, кстати, Фарузон. Oh, I'm old now, so every other phrase escapes my ears. Это Calling me Madam Хацуне Мику. Tarzan, and I'll see if I can pick that up. С вида Хацуне Мику похоже. Huh?
The base layer design of elemental monuments? Huh. Wait. Did you forget to call me Madam Faruzan just now when you asked your question? Whoa! What? There's nothing wrong with being afraid of thunder, even at an older age. Oh, she sounds gosh. sassy. I know. Yeah, and smart too. She seems so Красиво, awesome. Фарузан. Fun. Особенно клеточки, вот, видите, как I цвета. know, her design is so cool and really detailed. I love it. So, even though she looks super young, she's actually an old person? Like, where's my Я так teeth? понял, она будет сапог там, she's Фарузан, not да? that old. I Oh, don't know, right. could've fooled me. Faruzan's age is probably still nothing compared to Scaramouche. Mm-hmm. But let's call him the Wanderer, Sarah. Please. Okay, you know who I meant. Actually, now that I think about it, yokai can also live a really long time too. That's right, yeah, no, and speaking of age, isn't the Traveler's age also kind of mysterious? Mm-hmm, that's true. It looks like all of our characters are intriguing. But it's safe to say that Faruzan is way older than Они most. обсуждают про возраст. Faruzan works in the academia's Haravatat Darshan Немного and has been истории a про hairband, Фарузан. which roughly means mentor, for over a century. So, I bet everyone out there is wondering if she's also some kind of creature blessed with long life, you know? Like Klee? No, she's actually just your regular, typical human being. Oh. Well, maybe not so typical. About 100 years ago, Faruzan was an undisputed genius, traveling all around Sumeru and solving many puzzles and mysteries. The notes she left behind eventually became the basis of mechanical research for later generations. Whoa, she sounds pretty amazing. But later, she accidentally stumbled into some ruins while trying to solve a puzzle. There, she encountered some strange phenomenon which stopped her from aging, and was trapped there for В общем, nearly она 100 профессор years. является, она She ученым eventually является, и solved она the очень puzzle and was умная. able to finally return to Я так Sumeru. понял. Can you imagine being trapped in a puzzle for 100 years? Wait. So that's how she's been hairbod for over a century. Yeah. And even now, she still has the pride of a scholar in her heart and is a very talented person. It's just that after being separated from the world for so long, she's kind of fallen behind the times now. Oh, hey, I get what you mean. Привет, She Сага. was Приветствую once a тебя. proud researcher in a niche field that has become unpopular after 100 years. So, is she still completely dedicated to her field? Добро пожаловать, ребят, Yep. кто And приходит she на often стрим. tries Рад вас using всех her видеть. old age as a means of drumming up support for her ideas. However, I think she'd prefer to be complained about for using her seniority rather than garnering sympathy for her experience. Промокоды, если что, в чатике можете заметить там 3 промокода, можете активировать. Кто не активировал, там не успел еще. Okay, so now that we've covered her backstory, why don't we take a look at Faruzan's abilities in combat? Let's do it. Fight, 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 fight. 100 years have passed, yet there hasn't been Окей, much change to the показывает там rules of сейчас academia. способности Фарузан. Сейчас посмотрим. Dare to mess with me? Ей без струны дали? Я так понял, она Have fun with this gift. отмстить статьи будет играть, что ли? I love all the geometric shapes when she's Геометрические playing. Did you фигуры в see ее that? атаках. Yes, there's so much geometry, and I took geometry. It looks so cool. Ah, yeah. So, Faruzan is an animo character, and she wields a bow as her weapon. Her normal attacks are the Так, её usual обычно bow так и attacks звук, you'd как expect обычно, from a bow вот. user, so there's not too much to say about that. But her skills are Значит, where things навыка get она interesting. Her elemental skill deploys a целится и polyhedron that deals damage to enemies. раздувает. After Ну, по using типу her как skill, her Сахарозы. next aimed Только, shot да, will become лучница. a special attack that creates a vortex, Я так pulling понял, новые nearby пачки можно objects было and создавать opponents in. для Nice, Фарузан. So she can clump enemies together. And there's also another thing about her special charged attack. It will create a vortex effect. Создает on its вихрь, target. видите ведь. And if the attack И hits an enemy вот. or ally member, it'll apply a mark and create a vortex after a short delay. Okay. So it looks like there will be a lot of Да как по potential типу uses for this Сахарозы, attack. практически. Travelers will have to experiment with it and see what they come up with. Yeah, I think it'd be amazing to try hitting teams То есть она в with одну the точку arrow in собирает, pull-up mode вот, and have them charge into и the полностью enemies заряжен and group атакой them all так вот. together. И I'll have to see who стягивает. wants to try that with me. After unlocking the talent Impetuous Flow, the time required for fully charging Faruzan's next shot will be reduced, and the arrow will reduce the target enemy's animo resistance. In her Окей, elemental сопротивление version, врага she снизит deploys еще a dazzling при навыке. polyhedron and releases a Так, whirlwind элементарный pulse. буст. Throughout its duration,
The dazzling polyhedron will continuously move along a triangular path. Once it reaches each corner of that triangular path, it will unleash one more whirlwind pulse. Yeah, 1 minute she's here, the next she's gone for 100 years. Bada boom! No. Even Sino's jokes are funnier than that. Я так понял, этот элементарный босс, она двигается просто треугольником вот этот. When the whirlwind Румбой. pulse hits opponents, it will decrease their animo resistance. It will also apply Тоже an сопротивление, animo damage buff effect стягивать. to all nearby party members when it's unleashed. Даже тут Сяо показали. Можно вместе с Сяо использовать Фарузан. And it's not just within the whirlwind pulse itself, so there's no need to go chasing То the есть polyhedron. заряжен атаки такое маленькие стягивание, а с элементарный босс такое большое стягивание радиус. When a team member uses normal, charged, or plunging attacks, elemental skills, or elemental bursts to deal animo damage to an enemy, Что ж, получается, ребят, новый саппорт, получается, Анема. 10 стяжки. only be triggered once for a certain duration of time. Oh, so it seems she'll be the solid support. Yeah. Totally! And as a researcher of mechanics and puzzles, Faruzan has taken it upon herself to explore many ruins, with her travels taking her all across Sumeru. Her exploration Окей, talent экспедиции reflects еще this, можно and she gains more яблоки rewards for собирать dispatch с on a цветами. Sumeru expedition for 20 Бонусные. hours. I'm sure no other mentor in her avatar has 100 В принципе, years of experience очень хороший solving саппорт. puzzles. Yeah, I gotta say, that's pretty Поэтому hard to beat. можете выбивать So, the big question is, when can вместе с Capcom Карамочи либо с Итом, get these new characters? когда будут That выбивать. is a good question. Let's talk about the upcoming event wishes. In the early part of version О, 3.3, the первый Wanderer половина and будет Arataki с Карамочи Ito will be и available Аратаки via their Ито own вместе с event Фарузан. wishes. Faruzan will also Окей. be making her debut in these event wishes. In the later part of version А во второй 3.3, половине будет we'll be seeing Райден, rerun Сёгун event Райден и wishes for Камисата both the Аята, Raiden Shogun джентльмен. and Kamisato Ayato. And last but not least, the new 5-star catalyst. Новое оружие Kiritsuro's каталист. Remembrance Это will be сигнал для appearing in a Скоромочи, new скорее weapon всего. event wish. And that's not all. In version 3.3, 2 brand new artifact series will О, become два набора available, артефакта. so travelers should be sure to check out the corresponding domain. Woo! More artifacts! All right. I hope travelers will have Ага, fun бонус Анема experimenting and дамage, trying new combinations элементарный with мастеров. Yeah. То есть, Okay, первое для we've already Скоромочи, а talked about a второе ton of new для content, so why don't we take a эти quick break with показухи с another redemption code? Сахарозом. Тут надо читать, Roll out the разбираться. code. Woohoo! Надо читать и разбираться насчет элементарной мастерства 80% надо это изучить. А насчет первой, я так понял, это для Скоромочи сделано. Ну, его сигнатурный сет. Ну, в принципе, логично. Для Аято то же самое делали там. Промокодик, ребят, если что, не забудьте ввести. Вообще, я думаю, что Фарузан отличный саппорт очень, она для каждого пойдет в пачке. Кто будет использовать стяжку. Для Сяо, для всех остальных, думаю, подойдет в бездне. Кто будет использовать, поэтому надо, рекомендую ее вбивать, на самом деле. Можно для Скоромочи тоже использовать Фарузан, как по типу саппорта там она будет выступать. Вот. Welcome back to the version Новый винтик. 3.3 special program. Okay, Patrick, what do we have Это next? So какое-то next, новое we'll be оружие. covering the upcoming events for the new version. That's right. We've already mentioned the Test of Courage event, and I'm sure plenty of you were wondering about that, so let's start there. Aha! You must be here to participate in the А, test of испытание courage. смелости. I can already see a dark aura surrounding the two of you. If you carelessly go running into the event, all it'll take is one little misstep, and the darkness will swallow you up. Some strange and unusual things may occur along the way. If you ever feel you can't handle it, you may withdraw from the event at any time. This is your last chance. I'll count it down. 3, 2, 1. Welcome to the test of courage. Enter at your own risk. That was pretty interesting. Сюжетик ожидается для ивента. Yeah, I mean, it is a test of courage, so I'm sure there'll be some scary stuff going on there. I ain't scared. Anyway, to successfully clear this event, we'll be facing a series of little tests.
Ooh, what's this? Так, Tests, you say? что за испытания будут? Word has it that if you walk around the test of courage, you might find yourself encountering a special sort of game. We've already got the rules down, so I'll do a quick introduction. Basically, travelers will have to control a bouncing bar, bounce a ball, and use Блин, это очень знакомый ивентик, на самом деле, я не помню. Я вроде такую, как по типу мини-игры, я вроде как-то встречал такое. Они что, решили так сделать реально? В Genshin Impact? Жесть. Нет, ну это очень интересно довольно выглядит. Разные элементы можно использовать. Крио, гидро, электро и так далее. Блин, очень здорово. Тут будет 5-бит, не знаю, по типу Mortal Kombat, там вот эти вот всякого. Тут такое будет вообще интересно. Тут, короче, надо вот эти мечи ловить обязательно и попадать по ним. Также эффекты дополнительно могут дать этому мечу. Все зависит от стихии персонажа. Модификации можно устанавливать. А, можно стрелять еще, не только просто ловить. Вау. Блин, мне нравится, прикольно очень. Я бы хотел в этот ивент посмотреть, поиграть. Очень интересный ивент. А, еще могут вместе в режиме проходить. Вау. Ребят, будем вместе играть. Мини-игра такая называется, и можно в совместном режиме. Так, следующее событие. Дикая гонка. Collecting balloons. Ого. I don't know. Seems like the Wanderer's abilities might come in real handy here. I know, right? So, in this event, each stage will have wilderness balloons scattered all around. Travelers will need to find as many Нужно больше полевых шаров, как можно собрать за время определенное. So, during the challenge, travelers will be able to utilize their characters' skills and talents. So, в принципе, ивенты тут прикольные. Мне нравится уже. Тут нет таких ивентов, которые прям скучные. Тут они интересные очень выглядят. Просто побегать по крышам, побегать по разным местам. Можно даже тут использовать определенные навыки тут можно. Довольно интересно очень. Думаю, этот патч будет интересным в плане ивентов тут. You may charge the compass up by finding wilderness balloons or interacting with blessed energy in the Ну и, конечно, challenge. скоромочие еще. Скоромочие, конечно, очень важен. Yo, this event looks pretty crazy. It's almost like watching parkour. Yeah, there are two different kinds of wilderness balloons in these challenges. The first is harvest balloons, which will increase the overall progress of your search for wilderness balloons. The other kind is sonar balloons, which will cause several harvest balloons to appear around you for a set amount of time. That's awesome. So there will be 5 stages available for this event, and travelers will need to consider the conditions and terrain of each stage to come up with the best way to complete it. Also, travelers may team up in co-op mode. Можно в совместном режиме проходить еще испытания эти. О, это очень, кстати, круто, на самом деле. Можем вместе поиграть, ребят, если кто желает. Так. Плагиатки? Реально? О боже мой. Это реально прятки, ребят. Господи, ура. Очень давно пираток не было, на самом деле, с Инозумы там уже прошло столько времени. Okay, wait a second. There actually might be some new travelers out there who've never seen this event before. So, why don't you start with some of the basics?
Right, good point. Okay, let's start at the beginning then. This is Это, короче, прикатки, реально прикаток, да, выходит. Можно прикататься тут. Также навыки тут может понадобиться нам для прикаток тут. С друзьями, просим, можно поиграть. Кто желает, можем поиграть потом вместе, когда выйдет ивент. Также тут можно прятаться вот по типу таких. Я не знаю, будут ли такие же карты тут, в этом ивенте, или будут там другие новые карты интересные вот. Я пока об этом не знаю. Нормально спрятался так, в видном месте. Прям. Я только не понял, как я... Блин. Yeah, it's pretty cool. Once you're in observer mode, you can't be seen by other players and will receive the illusory beacons. Для новичков объясняет этот ивент очень интересный, забавный, я бы сказал, ивент. Поэтому обязательно сыграйте в этот ивент. Ради этого стоит вернуться в Genshin Impact. Вот на четверых можно играть. Вот. Exactly, but what does the hunter get this time? I mean, we gotta keep it fair. Some new windward arts have been added for both the hunter and the rebels. The hunter will now be able to use. У Хантера тоже определенно имеются навыки. This net can be thrown and will remove any rebel disguises within its range, and will notify the hunter that a rebel was detected. If a beacon is caught in the net, it will be destroyed, and the hunter will not suffer from obscured vision. Nice. So, I guess if you love playing Hunter, you'll probably love this. Oh yeah, you definitely should. The skill rebels used in previous versions of the game to place beacons can now only be used by players in observer mode. However, the rebels will be able to use all new маячок невидимости, еще новый навык будет тут. То есть тут реран выходит по пряткам, и некоторые изменения будут небольшие такие. Можно спокойно под музыку проходить этот ивент с друзьями тут. Yeah, so even if you end up being captured by the hunter at the start of the game, you'll still be able to participate and assist your teammates. And, did I mention Primo Gems and other rewards? The good stuff. So be sure to check it out. Там не столько. Primo Gems, разумеется, в первую очередь, конечно. Да. Событие с боем? Загадочный... Ага, это какой-то данж. Тоже Primo Gems тут. Туманное подземелье называется. Sweet. But this time around, there will be a total of 7 trials with different themes awaiting you in the Misty Dungeon. Each has a different ley line disorder, and travelers will have to adjust their teams according to the disorder's effects and the distribution of enemies. There will also be trial characters to select from as well. After entering the domain, временных персонажей, которые предлагают, либо же своих персонажей можно использовать и проходить этот данж. We can power up the control array and proceed to the final challenge. Also, throughout the trial, additional benediction mechanisms and challenges will appear. Travelers may choose to interact with these to increase the ley line disorder's effects or revive and heal your team. You know, if it were up to me, I'd say just go for all the challenges. I know, but travelers should keep in mind that the challenge objective for each trial might be different. So be sure to check the objective and aim for that while proceeding. In terms of rewards, travelers can look forward to winning интересный ивент. Для боя, кто желает подраться, сразиться, этот ивент для вас. Ну, также имеется козлив артерии, двойный X. Даже без этого. Море опыт, двойный X. Там вроде как 3 штучки, да, можно иметь. Такие вот и вот. И за 3 штучки двойной бонус получаешь. О, карточная игра. Это очень интересно, кстати. Genius Invocation TCG. Genius Invocation TCG! But before we get into that, let's take another quick break and enjoy a redemption code! Yay! Так, промокодик сейчас будет, ребят.
Если что, промокод, ребят, в чатике можете ввести. Так, окей. Не, ну в принципе ивенты довольно прикольные, интересные. Стоит на них посмотреть, как, разумеется, поиграть. Это последний промокод, ребят, не забудьте ввести обязательно. До утра работают, кто не успел. Карточная игра, блин, очень ждал эту игру, на самом деле, такую мини-игру. Будет очень интересно поиграть, изучить ее. Я так понял, она останется навсегда, а не на время. То есть, там можно, я так понял, в соло играть, в одиночку награды, а в совместном режиме там вроде наград не будет, если не ошибаюсь. Я могу ошибаться. Популярная игра Тривата. 3.1 версию повидали нам, да. Есть такое. Вот соло можно и так с друзьями. Ну, то есть в кооперативе можно. He opened it and discovered that the soul of an ancient TCG player called the Crocodile King had been captured inside. What a name. It turns out that the Crocodile King Рассказывает историю насчет карточной игры, ребят. Вот. Named the Ibis King. During the match, the Crocodile King fell prey to his opponent's scheme and was sealed away in the casket of tomes. Ouch, game over. After being unexpectedly released by the kid, the Crocodile King possesses him and helps him to gradually climb the ranks to becoming a legendary TCG player. Nice. Hang on, is it just me, or does that kind of sound like the plot to a light novel or something? You're right. It turns out that Yai Итак, Publishing тут House там is about to посредствует release a hit то, light что novel Винодзуми series будет based on Genius выпускать эту Invocation серию TCG. романов тут. Okay, Да. now this is starting to sound like a plug for Yai Publishing House. Про Яи Мика тут будет, скорее всего, что-то. Издательского дома Яи. That's the legend on how Genius Invocation TCG came to be. Though it's probably just a story they came up with for marketing the game. So while you were telling us about the story, I was over here researching the rules to the game. Basically, Genius Invocation Нужно TCG собирать is a колоду, game чтобы where you играть use a соперника идут. constructed deck of cards to duel against an opponent. The objective is to Победить все defeat all карты of your персонажа opponent's соперника. character Вот, cards. в принципе, That's right. Also, there are many features and mechanics in the вау, game это that просто resonate нечто, with ребят. Genshin Impact's Это просто gameplay, красиво. so it shouldn't be too hard for players to get the hang of. Right, I even saw some elemental reactions in the Причем они gameplay. все анимированы A тут. constructed deck must contain character cards. And as you might expect, these character cards have a normal attack, an elemental skill, and an elemental burst. So when a character card deals Блин, очень elemental damage to an интересная enemy, мини-игра it такая. will cause them to be Очень affected by интересно, that надо element. будет сыграть Then обязательно. you can switch to a character card of a different element and use their abilities to trigger an elemental reaction. Wait, did you guys notice that there are even monster character cards? Can we even make a deck of, like, just the monsters from the game? You're really getting into this, Max. Heck yeah, I am! I like card games! Who doesn't? Даже So in карточные Genius монстры тут Invocation будут. TCG, А, еще all вот такие actions require you появляются to spend дайсы elemental dice. элементальные. Each round, both you Тут and your надо opponent will roll 8 elemental dice. бросать Each of these сопернику. elemental dice can have any one of 8 elemental attributes. Hold on, but there's only 7 elements in the world of Teyvat. You're right. So, in addition to the 7 standard elements, there's also one called the Универсальный Omni дайс. element. The elemental dice required for a character card to perform an action correspond to the character's element. So, for example, a Pyro character like D-Luke needs either Pyro or Omni elemental dice to perform an action. А, Clear now? вот как. Yep, crystal clear. Also, elemental dice can be used to switch characters or play a variety of other cards, such as equipment cards, event cards, and support cards. All these cards create the potential for a variety of strategies. Right. While playing Genius Invocation TCG, travelers can earn player experience.
which will Играя в increase эту your player карточную level. игру, можно повышать As your уровень level increases, игрока. you'll be По able типу to как challenge ранга more приключения, characters только and тут NPCs. уровень будет свой иметься. By completing challenges, you may earn lucky Можно coins, получить new монеты, можно cards, or получить other награды, тут rewards. разные. Lucky coins can be exchanged Вау, in тут the даже event shop покупать for можно cards, карточные. or can even unlock За определенные dynamic монеты skins for дается, certain cards. тут можно покупать. Dynamic skins? Those are Можно cards that have скины moving покупать такие. illustrations, right? That's right. All Оружие character еще там cards можно can даже unlock покупать a dynamic карточные. skin. After unlocking that, there'll even be a cool bonus animation whenever you cast that character's elemental burst. Очень интересно, на самом деле. And if you're confident in your TCG skills, Также you тут can also можно invite a friend кооператив to it. устроить After и reaching a high играть в enough player кооперативе. level, you'll even unlock a matchmaking mode. So be sure to give it a try. Travelers should note that playing against your friends or other travelers won't Если мы будем count играть с towards другими any игроками, leaderboards нам or награды provide не any будут доставаться. rewards. So you Если can что. relax. It's all just for fun. Ради удовольствия будем играть. Okay, that's everything we have for Genius Invocation TCG, and that brings us to the end of today's special program. So, what did you think? Why does it have to be В принципе, over? There's so очень much that this интересные version has to offer. Yeah. ивенты, I can't even take ребят. it all in Особенно right now. карточный I'm режим. super Будем stoked ждать to очень. be part of this. I think Будем I ждать just обновления gained 3.3, ребят. 3 points just doing this whole thing, so. Особенно скоромочи будем крутить. Man, the new characters look cool. I know, what about Scaramouche hovering? Like, that's insane. I know, that's awesome. That's super dope. That's awesome, and I cannot wait to play. На этом, в принципе, мы заканчиваем смотреть. I'm super excited. Надеюсь, успели промокоды ввести, ребят. Это мы заканчиваем. Смотреть. И сейчас будем обсуждать стрим разработчиков, ну то, что там было. Я расскажу в подробности, что будет информацию. I'm so happy. This is my first one, so thank you for having me. Что ж, мы прощаемся с этими ребятами, и мы встретимся с ними еще в версии 3.3. Well, I think this is the end of our special program, so I hope everyone enjoyed it, and we'll see you in game. Okay, bye. Bye. Так, окей. Bye, everyone. Я возвращаю обратно. Я вам что могу сказать вам, ребят, насчет этого? Очень интересно, блин, сейчас звук включу. Очень интересно, получается, ивенты. Во-первых, там нас ожидает баннеры Скоромуча, Ито. Также Фарузан будет, 4-звездочные. Так вот, будем еще Скоромучи крутить будем. Так что я приглашаю вас на стрим, ребят, приглашаю вас на стрим с короткими Скоромучи. Надеюсь, вам понравится. Будем крутить Скоромучу. Вот. Если хотите вместе со мной покрутить, можете зайти в Discord, там Discord есть, и в принципе там оставить заявку можно будет. Но в принципе во второй половине нас ожидает Райден Сёгун и Комисса Таята. Просто гераны будут. Вам всем удачи желаю. Кого вы будете выбивать? Скоромучи, Ита, Райден и Комисса Таята. Всем удачи желаю. Надеюсь, у вас получится выбить персонажа, и надеюсь, у вас выиграете. Я в любом случае Скоромучи буду крутить лично я. Потому что мне Скоромучи очень зашел, очень мне понравился персонаж. Возможно, я буду, не знаю, оружейка крутить. Но это не точно. Но посмотрим. А так на этом все, ребят. Так, секундочку. По ивентам я могу сказать, что по ивенты хорошие, особенно порядка нас ожидает. Особенно нас будут ожидать такие новые мини-игры, особенно карточные игры, будет очень интересно посмотреть, понаблюдать, это все. Я лично очень жду ивент с порядками и карточную игру, потому что порядки я, как помню, я очень в него часто играл, очень полюбил этот ивент. Скажем так, любимый мой ивент. Порядки. Там можно прятаться
где угодно. Главное, чтобы тебя не нашли за определенное время там. Помню, я играл, конечно, прятки в Инадзуме, когда было. Я там так угорал, конечно. В тот момент, когда я в каком-то месте спрятался, меня не могли найти. А потом внезапно в последнюю секунду нашли. Я прям в шоке был, как это вообще произошло. Ну, даже такое бывает, ребят. Так, в принципе, в совокупности мы где-то заработаем, не знаю, там где-то главный ивент, где-то 1000 примагемов вроде как должны быть, ну либо 1200 там, если мне память не изменяет. В каждом ивенте 420 примагемов мы заработаем. Вот. Насчет карточной игры я не знаю, что там будет вообще, но там типа как уровень персонажа качаешься, как ранг приключения, только это уровень персонажа. Не знаю, как это будет реализовываться, но посмотрим. Я лично хотел бы очень попробовать карточную игру сыграть, но это все будет. Насчет скоромучек я, кстати, могу сказать одно. Там такой момент был в трейлере, когда он типа такой злой был. Насчет Доторис, как говорил. Я не знаю, я думаю, что такой пример приведу, такую небольшую теорию. Я думаю, что тот самый Доторис что-то сделал со скоромучей, типа, не знаю. Типа в 3.2 у них был план там, да, он скормочить там божество хотел стать и так далее, но у него не получилось. И мне кажется, что-то не так у них будет, конфликт какой-то произойдет, я не знаю, что будет вообще, но что-то недоброе. Мне кажется, скоромочие просто Дотори даст урок и скоромочие присоединится к нам в отряд, не знаю. Посмотрим. Ну а сам стрим мы будем смотреть в день релиза 3.3, поэтому не пропускайте. Я вас приглашаю туда. Блин, очень мне нравится скоромочи, ребят, на самом деле, я вам так скажу, чисто. Скоромочи просто элементарный скилл, просто ешкой. Он может летать. Блин, жесть. Я бы, на самом деле... Это вообще бан, на самом деле, по идее. Бан, просто чисто бан. Ну, не знаю, но это жестко, на самом деле, просто жесть как. Кстати, артефакт неплохой, но не для меня там. Что ж, на этом мы с вами сейчас закончим стрим. Постараюсь в ближайшее время следующий стрим устроить по прохождению песни. По прохождению... Ну, просто там ивенты, оставшиеся, будем ивенты-то заканчивать. Так что постараюсь в ближайшее время запустить стрим. Вот. Сейчас на этом мы закончим стрим и продолжим в ближайшее время, который будет стрим. Будем бездны проходить. Там как раз таки магазин Prime обновится. Там будет 10 круток халявных, поэтому не пропустите. Так, это все сюда переобразовало ненужное. Изурон, окей.
Так, стоп. У меня что тут осталось? Если не путаю... Ивент же хотели выполнить. Небольшой такой. Я не знаю, кого вы будете убивать, ребят, но я лично буду Скормыча убивать. И-то я пока не знаю, буду ли я его выбивать или нет, но посмотрим. Я пока не могу определиться, там надо смотреть в испытании, кто из них будет лучше. Так, тут можно... Ага. Давайте вот это получается. Подождите, а у меня какой тут награды? Ага, я понял, ладно. На обычном, на высоком, бесстрашном уровне. Так, берем Хутаву. Берем Инсу. Три огненных, ну давайте оставлю так. Я обычно с такой пачкой иду в бездну. У нас пика отряда на 150 увеличится на 12 секунд. Мне навыка... Ну так это вроде легко будет. 40 уровень. Беннет просто своим ультра просто добил. Прикольно. Так, ладно. Подбиваем щиты. Так, аккуратно, аккуратно. Отлично. Ай-яй-яй-яй. Так, не так, бежим. Блин. Надо успеть. Успели. И давай Хутао. 120 тысяч почти. Жестко Хутао очень. А если с бонусом 150% первого урона или 120 там было, то это было бы, наверное, просто офигительное число на самом деле. Так, давайте еще раз сходим. На бесстрашном, мне кажется, будет просто чисто хардкор, там просто не справится. Экспертная сложность именно, я имею в виду. О, боже, тут, конечно. Давайте сюда. Так, это мы прошли сюда. Подожди, а что это такое четвертое? Я понял. Окей. В принципе, давайте такой оставлю отряд. Тут тоже 70 уровень пошел ход. Отлично, Хутао дала. Вот, кстати, Хутао Реран я не вижу. Хутао же обычно раз в год выходит. Почему так разработчики поступили? Типа, почему разработчики не анонсировали Хутао, там типа баннер, они что... В смысле, как так-то? Хутао нет на Хэллоуин, Хутао нет на Новый год, серьезно? Как так-то вообще?
Многие, я думаю, многие их ждут Хотао персонажа, прям очень ее ждут. Ира девочка хорошая очень. Ну блин, ну, я не знаю, ну, вроде как Илоу хотели анонсировать, вроде как Хотао хотели там, но не получилось. Мне кажется, там просто не получилось у них там это сделать. Обычно Хотао должна была раз в год выходить, но почему-то в этот раз все иначе сложилось. Довольно-таки странно. Видимо, геймов будет очень много на Хотао, я чувствую. C1 выбивать будем, наверное. Либо же сигнатурный ее для начала. Окей, это мы сделали. Открылась новая сложность. Посмотрим, что это такое. Я безмерно, конечно, рад, то, что Хотао будет. Блин, не Хотао, а то, что она будет... Реран ее выйдет. Но я не знаю почему, но кое-что. Почему ее не анонсировали, кстати, к сожалению. Кстати, давайте возьму-ка я Мору. Да, лучше Мору. Так, идем дальше. Я надеюсь, Хотао анонсирует, очень надеюсь на это, ребят. Хочется сигнатурные выбить, на самом деле, очень детали. Экспертная сложность. Так. Офигеть. Так. Тут надо какой-то серьезный отряд ставить, мне кажется. Хотя 700 тут. Не, стоп. Давайте. Вот так сделаем и погнали. Это экспертная очень сложность. Ой, больно бьет. Не успел. Но это довольно сложно. Так, неплохо, аккуратно все делаем. Ай-яй-яй, больно, больно. Действительно очень сложно, на самом деле, ивент такой самый. Я сейчас умру. Пожалуйста, не надо. Спасибо. Так, надо энергию восстановить как раз. Так, погнали.
Блин, я не успел, надо было заранее сделать. Ладно. И фея, подайте мне фею. Нет! Нет, Хутао. А, я могу воскресить ее. Круто. Неожиданно. Я думал, тут без воскрешения. А, его с атаки увеличилось. Так, понятно. Ну, надо подлечить его. Да капец, просто я же сейчас умру. Пожалуйста, нет, нет, нет. Третий уровень, серьезно? Беннет. Бедный Беннет. Так. Лечимся. Да, блин. Он очень жесткий. Так. Держимся, держимся, ребят. Офигеть, просто жесть. Он просто такие атаки наносит. Так, держимся. Я просто не знал, что он так жестко будет бить. Надо большого хиллера взять, мне кажется. Понятно, не умирай, окей? Пожалуйста. Так, все, валим, валим. Нет! Это бессмысленно. Я просто проиграл. Эксперт просто нафиг. Это жестко. Ладно, сейчас пересоберу пачку, на самом деле, по-хорошему. А, стоп, что? Тут сундук? Откуда тут? Сундук нашел. Так. Раскрыли персонажей, погнали. Вообще, идея. Если бы Скоромычу тут зашел, я бы просто порешал тут ассамблея гипостазиса. Скоромычу бы просто дал бы жару тут. Давайте самый имбов возьму тогда отряд свой. Или... Так. Посмотрим. Учитывая, что тут будет большой удар наноситься, поэтому... Так, вот здесь, Вместо Моны Снецу поставлю. Посмотрим, как будет. Погнали. И у нас остается одно только действие от этого. Нельзя тратить просто так, напросто, на самом деле. Так, я сейчас замерзну, надо быстрее, быстрее, пока я не умер. Так, бежим. Как бежим? А вот фея.
Так, так, аккуратно. Главное не умереть. Перешел в силу атаки. Тут фея должна быть. А, вот она. Надо, главное, рядом с ней держаться, иначе у меня погибнут герои. Ой, это жестко очень сейчас бьет. Надо внимательно быть. Я не успею. Надо в какой-то момент очень все быстро среагировать и все быстро сделать, пока у меня есть время. Вот, отлично. Ага, тут надо защиту отбивать. А где фея-то? Блин, сейчас сдохну тут, мне кажется. Так, так. Так, ну это еще не все. Уровень 8 теперь. Блин, плохо дело очень, я умер. Ну, благо тут возрождалки, конечно, есть, я прям узнал об этом. Я думал, тут возрождалки нет, на самом-то деле. Хотя было бы прикольно, конечно, если бы возрождалки тут не было. Было бы очень сложно. Так, еще раз пробуем. Так, так, не умирать. Аккуратно делаем. Я не успел. Тут надо, в общем, по времени все успеть. А, серьезно? А, очень прям больно бьет так. Прям очень сильно. Прям до потери хп.
Мне кажется, это очень сложно на таком очень безумном режиме играть. Минус второй персонаж. Блин, ну это нереально пройти. Экспертная сложность просто невозможно, мне кажется. Хотя если собрать прям хорошие пачки, мне кажется, можно пройти. Мне вроде как получилось почти пойти. Тут нужна Кукоми, на самом деле. Кукоми просто безумно хилит. Беннет не справляется, мне кажется. Хотя Беннет нужно больше энергии. Давайте последний раз попробуем. Если не получится, то тогда в следующий раз попробуем. Последний раз пробуем. На этот раз я возьму тот самый Кукоми. То есть я возьму вместо Синсу Кукоми. Я еще возьму Сянлин, мне кажется, она тоже нужна будет. Давайте так попробуем в последний раз. Если что, промок. Блин, я чуть не умер. Я прижался. Если что, промокоды напоминают чатики, можете активировать их. Пока не поздно. 3 промокода, ребят, в чатике там, наверху в закрепленных. Можете активировать их. Надо срочно возле феи ходить. Прям часто ходить возле нее, потому что я замерзаю много. Так, Кукоми. Про фею так главное, кстати, не забывать, где она ходит тут. Но я почти закончил. Мне кажется, мы сможем пройти. Главное, Кукоми держать всегда. Привет, Мерки. Приветствую тебя. Ну и еще последний раз остается. Так, вот теперь надо внимательно, аккуратно тут поскорее все сделать, потому что это на время дается. Первого раза прям. А тут попробую. Не получилось. Так, еще раз. Блин, последний раз не успел.
Надо быть точным очень. 150 тысяч урона. Уровень 7. Сейчас попробуем пройти. Так, еще раз, один раз. Не получилось. Да, ивент. Это вот так вот сделаем. О, было очень сложно. За 5 минут справились, новый рекорд. Если будете проходить прям экспертный режим, берите всегда Кокоми, ребят. Кокоми просто мега хиллер, она очень вам поможет в прохождении. Но я очень старался, ребят, поэтому да. Следующее будет через 6 часов, будем с Пиго сражаться. Потом Гидра будет. А еще Дендра на последнем, через 4 дня. Насчет Пига там надо будет Гидра брать. Поэтому возьму Гидра. Ну что ж, на этом мы с вами закончим стрим тогда. Всем спасибо, кто был. Сегодня мы посмотрели стрим разработчиков. Посмотрели Скоромучью, Ита, Райден, Аята. Будут, если что, баннеров 3.3. Скоромучья, Странник, Ратакита. Вместе с Фарузан там будут. А на второй половине будет Райден Сёгун и Аята Камисата будут. Желаю вам удачи, кого вы будете выбивать персонажа. Желаю вам удачи, или из оружейка вам удачи вам желаю. Выбить сигнатуру на кого-нибудь. Да. Кубы тут очень жесткие, если выбирать эксперт. Но тут надо смотреть по пачкам. Если пачка очень сильная, мне кажется, можно пройти. Надо там внимательно быть, на самом деле. Я 2 раза ошибился. Приглашаю вас на крутки, ребят. В день выхода 3.3 Скоромучи будем крутить. Поэтому жду вас на стриме. И удачи вам желаю. Спокойной ночи вам желаю, удачи. Спасибо за просмотр и тем, кто пришел. Очень рад вас видеть. И до новых встреч. Пока, ребят. И вам удачи тоже желаю.